Добро пожаловать на канал. Сегодня я вам расскажу историю о миллиардере, который в рождественский вечер увидел женщину с двумя младенцами и вспомнил свое детство. Приятного просмотра. В канун Рождества снег падал медленно, покрывая город мягким белым одеялом. Огни витрин и гирлянды на елках отражались в мокрых от снега тротуарах. Люди спешили по своим делам с пакетами подарков и улыбками на лицах. В этот вечер Брэндон Кинг, владелец строительной компании и миллиардер, выходил из дорогого ресторана после делового ужина. Он был в темно-синем пальто с кашемировым воротником, с идеальной прической и дорогими часами, символами всей жизни, посвященной деньгам и успеху. Его шаги звучали на каменной мостовой, но внутри царила пустота, которую не мог заполнить ни роскошный пентхаус, ни машины, ни путешествия. Напротив ресторана, под огромной городской елкой, он заметил женщину с ребенком и двумя мешками вещей. Женщина была изможденной, старая куртка еле защищала ее от зимнего ветра. Мальчик держал старого плюшевого мишку, почти разорванного, и смотрел на него большими голубыми глазами, полными доверия, которого он сам когда-то не потерял. Брэндон замер, потому что увидел в этом ребенке самого себя 20 лет назад, того же плюшевого мишку, ту же холодную скамейку и рождественскую ночь, когда мать, молодая и измученная, пыталась согреть его. Он вспомнил, как выживал в мире, который был жесток и равнодушен. Женщина была его бывшей уборщицей, которую он знал по офису. Теперь она сидела бездомной, с сыном на коленях, с остатками жизни в мешках. Все, что он когда-то считал важным – деньги, власть, статус – казалось пустым в свете этой сцены. Брэндон медленно подошел, сел рядом на скамейку и наблюдал за мальчиком, который крепко обнимал своего мишку. Он понял, что богатство не дает настоящего тепла. В тот момент город вокруг сиял, но настоящее чудо было прямо перед ним – доверие и невинность ребенка, напомнившие о том, что важно не в деньгах, а в заботе о людях, о семье, о тех, кто остался без защиты. Вот такая удивительная история. Напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.